Друзья, всем привет, с вами Олег и канал StableDiff. Тема сегодняшнего видео у нас Flux and Paint. Но Flux and Paint у нас будет непростой, он будет с возможностью переноса объектов с одного изображения на другое. Простой пример, который можно привести, это виртуальная примерочная. То есть перенос одежды с одного изображения на другое. Но давайте для начала разберемся, что такое вообще InPaint. Возможно, кто-то не знает, пришло время узнать. Flux and Paint — это такая технология, которая позволяет изменять участки изображения, добавлять объекты в сцену, удалять объекты из сцены, восстанавливать криво сгенерированные лица или детализировать другие объекты в исходном разрешении. И все это вы, наверное, уже знаете, если вы пользовались InPaint на моделях SD1.5 и SDXL. Эта технология делает то же самое, но делает это лучше. Flux — это лучшая модель на сегодняшний день, ее преимущество в 12 миллиардах параметрах, что позволяет генерировать и получать правильные руки и, в принципе, хорошие собранные объекты. Это особенно заметно на объектах с мелкими деталями. У нас будет продвинутая схема Flux and Paint с возможностью подключения Flux Redux для переноса стиля и объекта с референсного изображения на выбранный участок изображения. Простой пример возможностей такой схемы – это виртуальная примерочная, но даже если вы не знакомы со схемами InPaint, все равно будет понятно. Друзья, если вам интересны веб-интерфейс Automatic Forge Conf UI, то для вас у меня есть системные и последовательные курсы по этим веб-интерфейсам с моей поддержкой и еженедельными стримами. Курс по Conf UI обновился, и в него также добавлен целый модуль по Flux с самыми востребованными схемами. Курс по автоматике Conf UI есть в двух вариантах, с поддержкой и без поддержки. Более подробную информацию вы найдете на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Также там есть контакт администратора, если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, всех жду на курсе, а теперь давайте продолжать. Для работы с Flux and Paint и с Flux Redux, соответственно, нам понадобится установить Conf UI. Как установить, вы можете узнать вот в этом ролике. Тут устанавливается классическая портабельная версия. Установку десктопной версии Conf UI я вам на этот раз рекомендовать не буду, так как появились некоторые недочеты в работе этой версии. И чтобы у вас не было лишних вопросов, чтобы не было непонимания, почему какие-то там функции не работают, я вам предлагаю установиться на классической портабельной версии Conf UI. Теперь давайте посмотрим, какие модели вам понадобятся для работы с Flux and Paint, с Flux Redux и куда эти модели нужно будет поместить. Моделей будет достаточно много, потому что у нас сейчас две технологии, InPaint и Redux. Соответственно, все ссылки на эти модели я вам приложу в описании под этим видео на Boosty. Переходим в корневую папку Conf UI, заходим в папку Conf UI, в папку Models. Вот в этой вот папке как раз таки лежат все наши модели. Давайте зайдем в папку Diffusion Models, и вот сюда вот нам нужно будет поместить модель Flux Fill Dev FP8. Переходим обратно и давайте теперь зайдем в папку Clip. Вот сюда нам нужно будет поместить модель Clip L, и сюда же нам нужно будет поместить модель T5Q4, или можно выбрать, например, модель T5 FP16 или FP8. Я вам буду рекомендовать именно модель Q4 GGUF, потому что она ест меньше видеопамяти, на скорость генерации она никак не влияет, потому что это языковая модель. И если у вас каких-то сложных промптов нет, которые там учитывают, может быть, какой-то большой набор текста, то смысла вообще никакого нет использовать именно FP16. Только при каких-то сложных промптах, сложных каких-то записях вам может понадобиться именно FP16. В большинстве случаев Q4 вполне достаточно. Видеопамяти будет у вас потребляться значительно меньше. Если у вас там 12 гигабайт видеопамяти, то обязательно используйте именно Q4. Давайте теперь вернемся обратно и найдем здесь папку VAE. Вот сюда вот вам нужно будет поместить модель Flux VAE. Давайте вернемся опять обратно и найдем здесь папку Clip Vision. Зайдем в эту папку, и сюда нам нужно будет поместить модель Flux Clip Vision patch 14384.SafeTensors. Она весит, эта модель, 836 мегабайт, но также существует такая же модель на 2,5 мегабайта. На самом деле разницы вообще никакой практически нету, там она просто минимальная, делали тест, сравнивали, то есть смысла нет использовать именно большую модель, просто будет потребление видеопамяти очень большое, а толку никакого. Эта модель необходима для работы с Flux Redux. Давайте вернемся обратно и найдем здесь папку Style Models. Зайдем в эту папку, и нам нужно будет поместить модель Flux 1 Redux Dev.SafeTensors. Эта модель весит 126 мегабайт, она небольшая. Помещаем ее вот сюда вот. Это тоже для работы Flux Redux. Давайте вернемся обратно. Еще вам понадобится вот такая вот схема, которую вы найдете на Boosty под этим видео.
И теперь можно запустить Conf.ui. Переходим в корневую папку Conf.ui и запускаем его с помощью run nvidia gpu.bat. Если у вас Conf.ui не обновлен, то обязательно его обновите, перейдите в папку Update и нажмите здесь Update Conf.ui. Если вы используете символические ссылки, то проверьте вашу папку Models, не превратилась ли она из символической ссылки в обычную папку Models. Если у вас ошибка при обновлении и вот эта символическая ссылка не дает обновляться, удалите эту символическую ссылку, обновите Conf.ui с помощью того же файла bat, который я только что показывал, и потом заново создайте символическую ссылку Models. Вот таким вот образом можно обновить, если происходит ошибка при обновлении. Возвращаемся в корневую папку, запускаем Conf.ui. После запуска Conf.ui закидываем эту схему вот сюда, вот рабочее пространство. Вот эта вот схема, возможно, у вас будет не в формате JSON, как я вот здесь сейчас показываю, а в формате PNG. Меня просили вот специально именно в PNG сохранять, чтобы можно было бы посмотреть исходные настройки этой схемы, чтобы было все, в общем-то, видно. Потому что, когда добавляется эта схема, возможно, что-то там у кого-то устанавливаются какие-то другие узлы и не могут разобраться, то есть, что работает не так. Поэтому вот эта вот схема будет сохранена, скорее всего, в PNG формате. Я вам, кстати, могу показать, как сохранить эту схему в PNG формате. Правой клавишей нажимаем в пустом месте, выбираем Workflow Image, выбираем Export, выбираем PNG. И сохраняем эту схему в формате PNG. То есть у вас будет видно и картинку этой схемы, и будет также эта картинка функциональна. То есть если вы эту картинку закинете в рабочее пространство, то в этом случае у вас эта схема также загрузится, как и из формата JSON. То есть тут разницы никакой не будет. При загрузке вот этой схемы у вас могут появиться красные узлы. Красные узлы и такая шипка в окне означает то, что у вас некоторые узлы просто не установлены. Поэтому нажимаем по кнопке Manager, нажимаем здесь Install Missing Custom Nodes, установить недостающие ноды. И все ноды, которые здесь есть, нажимаем Install, Install, Install. Или нажимаем вот этот вот квадратик, выбираем все эти узлы разом. И вот здесь у вас появится кнопка Install, нажимаем по этой кнопке и дожидаемся установки. После установки всех этих узлов у вас появится вот здесь красная кнопка Restart, нажимаем по этой кнопке и у вас перезагружается Conf.ui. После перезагрузки у вас уже должны все узлы быть вот таким вот нормальным цветом. Если у вас все-таки остались какие-то красные узлы, то перейдите в корневую папку, в папку Conf.ui, в папку Custom Nodes. Найдите здесь те узлы, которые у вас не установились или установились с ошибкой. Как узнать, что это узлы у вас с ошибкой? В менеджер заходим в Custom Nodes Manager, заходим здесь вот фильтр и выбираем здесь Import Failed, то есть установлено с ошибкой или импортировано с ошибкой. Если эти узлы у вас какие-то с ошибкой импортированы, запомните это название, и после этого вы найдете эти узлы уже вот здесь вот в папке Custom Nodes, удалите эту папку и попробуйте после перезагрузки Conf.ui установить эти узлы заново. Если вы все делаете по инструкции, то вероятно, что у вас все должно нормально работать. Если у вас в загрузчике моделей, например, не выбираются узлы FP8, FP16, то проверьте, не установлены ли у вас узлы Flow. Эти узлы почему-то влияют на возможность выбора модели FP8 из загрузчика моделей. Вот в последнее время это так. Возможно, после обновления узлов Flow этих проблем не будет, но вот на данный момент они почему-то не дают возможности выбрать именно FP8, FP16 модели из загрузчика моделей. Давайте теперь посмотрим на эту схему, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть первая группа, это загрузка моделей. Здесь в Load Diffusion Models мы выбираем модель FluxFill Dev FP8. Именно FluxFill, эта модель работает именно с endpoint. Если вы выберете просто FluxDev FP8, то это работать уже так не будет, поэтому выбираем правильно, именно FluxFill. В узле Dual Clip Loader здесь выбираем Clip L модель и выбираем здесь модель T5. T5 модель я вам предлагаю выбрать именно Q4, она меньше видеопамяти расходует. Но если вы хотите модель FP8, пожалуйста, можете выбрать FP8. Просто добавьте сюда узел Dual Clip, не GGUF, а обычный. Просто дважды щелкайте, выбираете здесь Dual. И выбираете вот такой вот узел, просто Dual Clip. Видите, это GGUF, а это простой. И просто переподключаете вот это вот соединение сюда, и все. Здесь выбираете те же самые модели, только здесь выбираете уже FP8. И не забываем вот здесь выбирать модель Flux, иначе это работать не будет. Я же этот узел удалю, оставлю именно вот так вот. Это соединяю обратно. Чуть ниже у нас узел загрузки модели VIA. Выбираем здесь модель VIA. Также здесь у нас есть подключаемая LoRa. Вы здесь можете включить, например, вот так вот LoRa. Здесь выбрана модель HyperLoRa для генерации на 8 шагах. Это ускоряет генерацию, но качество, конечно же, ухудшается. Вы здесь можете выбрать любую другую LoRa, например, там фотореалистичную, еще какую-то, или в каком-то стиле, чтобы добавить в вашу генерацию определенный стиль. Или можете смешать несколько LoRa, добавить вот здесь Add LoRa и выбираете какую-то еще одну другую LoRa. У меня здесь по умолчанию все LoRa выключены, просто возможности ее включения здесь есть.
Все эти модели, они подключаются через вот такие вот вещатели бесконтактные. Если у нас где-то остается какое-то соединение пустое, например, вот такой вот модул, то, соответственно, сюда у нас вещается модель UNET. Если у нас остается соединение типа клипа, вот такого вот, то сюда у нас вещается, соответственно, клип, ну и так далее. Негативная подсказка здесь тоже вещается, потому что она у нас никак не меняется, она всегда у нас нулевая, поэтому я ее вещаю просто во все пустые узлы negative. Негативная подсказка у нас остается всегда пустая, и поэтому я ее тоже вещаю во все пустые соединения negative. В левой части мы загружаем изображение, на котором хотим что-то поменять, что-то изменить. Например, вот такое-то изображение, и давайте попробуем на этом изображении у нас поменять одежду на вот такую. Вот это просто фотография, и вот с нее мы возьмем одежду. Давайте выберем вот эту вот кофту и поменяем ее на блузку. Правой клавишей нажимаем по этому изображению, выбираем здесь Open Mask Editor, зажимаем Alt на клавиатуре, зажимаем правую клавишу мыши и тянем мышку вправо. У нас увеличивается или уменьшается размер кисти. Давайте оставим вот такую вот кисть, скроллером приблизим просто вот так немножко. И давайте попробуем выделить. Выделим только именно вот этот вот свитер. Выбираем свитер, все его элементы. Я вот так вот аккуратно выберу, чтобы волосы у нас тоже остались, чтобы мы их полностью не поменяли. И везде, где у нас виднеется этот свитер, мы вроде бы все закрасили. Нажимаем здесь кнопку Save и сохраняем нашу маску. И все, наша маска создана. Давайте перейдем вот сюда вот ниже. Здесь у нас есть два варианта использования этой схемы. Есть вариант использования просто по подсказке. Это вот эта вот группа. И есть вариант использования по редаксу. Здесь у нас есть такой пульт, и мы можем переключаться либо этот вариант выбирать, то есть только по подсказке, или вот этот вариант по подсказке и по референсному изображению. Давайте пока выберем второй вариант с использованием и подсказки, и референсного изображения. Это более интересный вариант, потому что по подсказке, в принципе, это все просто. То есть мы пишем подсказку, и у нас генерируется выделенным вот в этом вот участке то, что мы описали вот здесь вот в этой подсказке. Соответственно, здесь ничего лишнего писать не нужно, только то, что мы хотим видеть на месте нашей маски. Но вот здесь уже более интересно. Давайте все закинем наше референсное изображение. Вот такое вот оно. И на этом референсном изображении нам тоже нужно выбрать тот участок, который мы хотим забирать из этого изображения. Давайте правой клавишей здесь нажмем и выберем Open in Mask Editor. И теперь опять же зажмем Alt, правой клавишей мыши, потянем вправо, чтобы увеличить вот так немножко кисточку. И выделим вот эту вот блузку. Выделяем эту блузку вот таким вот образом. Также можно захватить в принципе часть руки, показать, что эта рука должна быть именно вот такая вот голая, то есть хотя бы до вот этой части, то есть то, что у нас короткие рукава. Давайте вот здесь тоже выделим. Все, выделение у нас сделано, давайте нажмем Save. И все, у нас маска готова, но нужно сделать еще описание, потому что без описания это будет работать не совсем точно. Я напишу совсем просто зеленая блузка, не буду описывать, что она там в узор в какой-то бело-зеленый. Просто зеленая блузка, а остальное возьмется из этого референсного изображения. Давайте нажмем Q и посмотрим, что у нас в итоге получится. И смотрите, буквально с первого раза получается у нас вот такое вот. То есть у нас было вот такое вот изображение. Давайте я его еще раз открою. Вот такое изображение, просто белый свитер. И у нас в итоге получилась вот эта женщина уже вот в такой вот блузке зеленой. Именно такой же, как у нас вот здесь. Она очень похожа, да, здесь может быть какой-то узор, не совсем точно взялся. Но, тем не менее, эта блузка достаточно точно похожа. Если мы нажмем еще раз Q, то у нас это изображение заново перегенерируется, и уже блузка немножко может как по-другому будет выглядеть. Но, в принципе, эта блузка всегда будет именно вот в этом стиле. То есть у нас всегда будет вот такой вот окрас пятнистый, зеленый с белым, как у нас вот здесь на вот этом изображении задан. Давайте посмотрим на другие участки этой схемы, что она здесь вообще есть. На самом деле схема не такая громоздкая, не такая большая. Здесь у нас всего несколько групп. Теперь давайте посмотрим на вот эту вот группу. Эта группа у нас включаемая, отключаемая, и в принципе она нужна для того, чтобы удалять объекты из сцены. Она просто помогает удалять, размывая внутренности маски. Здесь, по сути дела, смотрите, есть три узла. Узел Fill Mask Area. Он размывает все, что есть внутри этой маски, смежными цветами. Вот так вот. Получается вот такое пятно вместо
нашего свитера. Дальше второй узел – это Blur Mask Area. Он размывает внутренности этой маски. То есть у нас получилось изначально вот такие пятна, да, и мы просто это все размываем, и у нас получается уже какой-то вот такой вот сплошной цвет однотонный. И следующий узел – это Gauss Blur Mask. Он размывает края нашей маски, чтобы наша маска более аккуратно вписалась в наше основное изображение, чтобы не было видно мест перехода. Вот с этим вот узлом будьте обязательно поосторожнее, потому что если вы будете выделять вот здесь вот прям объекты в край, да, то учтите, что у вас размывается маска, и некоторые объекты у вас могут просвечиваться, особенно если вы их удаляете или там меняете на какие-то контрастные цвета, там, например, с белого на красный, там, или, я не знаю, там, с желтого на красный. То есть у вас, соответственно, тот цвет может просвечиваться на краях этой маски, если вы в край выделили вот здесь вот, да, и тогда уже у вас может не получиться поменять цвет, например, одежды именно так, как вы хотите. В этом случае вы можете либо вот здесь вот с запасом уже выделить необходимый объект, либо вот здесь вот взять и просто Ctrl-B нажать и забайпасить этот узел. Но, в принципе, вот эта группа, она нужна именно для удаления или для какого-то прям кардинального изменения. Ну, например, вы из сцены хотите девушку, да, удалить, вместо нее вот такую маленькую панду или котенка или собачку поставить. То есть у вас здесь какое-то кардинальное изменение. В этом случае эту группу можно включить. Если у вас каких-то кардинальных изменений нет, как у нас сейчас, да, то можно эту группу выключить. Давайте ее просто выключим и выберем здесь Fixed, то есть зафиксируем Seed и попробуем сгенерировать еще раз, посмотрим, что у нас получится без вот этой вот группы. И сейчас у нас получилось вот так вот. В принципе, ничего практически не изменилось, там минимальные изменения, а изменений практически вообще нет. То есть, по сути дела, видите, для вот такого изменения эта группа, она не нужна. Давайте для примера выберем вот такое вот изображение и на нем тоже выделим вот эту вот одежду. Теперь у нас будет клетчатая рубашка, выделяем. Опять же, увеличиваем немножко кисть, выделяем вот так вот эту рубашку. Я вот так грубо даже выделю, так, чтобы долго не возиться. С запасом, пускай будет вот так. Все, нажимаем здесь Save. И также давайте здесь поменяем промпт, напишем здесь просто рубашка и нажимаем Q. В итоге у нас генерировалась уже девушка вот такой вот клетчатой рубашки. Примерно как из вот этого референса. Очень похоже. Да, может быть, некоторые цвета немножко отличаются, но все равно достаточно похоже на вот эту рубашку. Немножко потемнее, наверное, да, но стиль есть. Смотрите, мы в подсказке написали всего лишь слово «рубашка», то есть больше здесь вообще ничего не писали. Остальное у нас все взялось из этого изображения, то есть с этого референсного изображения. В итоге получилось вот так вот. И смотрите, рубашка здесь отделалась вообще идеально. Дело в том, что если мы сейчас вспомним модель SD1.5 или SDXL модель, то там вот переодевание вот такого вот или изменение каких-то участков, она давалась достаточно сложно. Почему? Потому что там меньше параметров у модели. Здесь у нее 12 миллиардов параметров, у SDXL ближайшие там по размеру модели всего лишь 5 миллиардов, а SD1.5 вообще 2 миллиарда параметров. То есть колоссальная разница. И наличие вот этих вот 12 миллиардов параметров, оно дает возможность вот так вот идеально практически одевать одежду на персонажа и, в принципе, мелкие детали генерировать правильно. Потому что мелкие детали, вот, скажем, ремешок, тут какие-то там вот пряжки, да, они, в принципе, на моделях с малым количеством параметров генерируются достаточно тяжело, плохо. А вот здесь это все происходит достаточно здорово. Если мы сейчас здесь захотим поменять, например, вот эти очки, они изначально здесь неудачно сгенерировались, то мы это тоже сможем сделать. И давайте попробуем это сейчас и сделать. Давайте выберем здесь первый вариант и напишем здесь солнечные очки. Теперь вот здесь вот давайте поменяем нашу маску. Правую клавишу нажимаем, выбираем Open in Mask Editor. Нажимаем Clear, очистить, то есть и выбираем здесь вот эту вот область, задеваем как бы кисть руки и солнечные очки. Нажимаем Save, нажимаем Preview. Ну, смотрите, вот так вот у нас получилось. В принципе, достаточно неплохо. Я, кстати, поменял здесь подсказку. В подсказке я написал солнечные очки в женской руке, потому что там есть еще и женская рука все-таки, чтобы модель понимала, что здесь не только одни солнечные очки должны быть. И смотрите, в принципе, у вас может быть и вот так вот тоже получится неплохо, но в большинстве случаев может получаться что-то не совсем правильное. По какой причине? Смотрите, когда мы выделяем вот такую вот небольшую маску, то у нас генерация происходит не по всему изображению. То есть у нас все изображение не берется во внимание. У нас создается вот такой вот небольшой бокс с небольшими отступлениями. И по вот этому боксу у нас происходит перегенерация. То есть во внимание берется только то, что находится вот в этом боксе. Но если мы возьмем вот такой вот небольшой бокс, то модель, получается, не видит основного контекста
То есть, что это вообще за изображение. То есть, девушка здесь, не девушка, то есть, какие есть руки, должны быть женские, не женские. И, в принципе, вообще, что это рука там, и не что-то там другое, да, вот такого цвета. То есть, модель должна понимать, и для этого ей нужен контекст. Мы можем, конечно же, взять, удалить эти узлы Crop and Stitch, и в этом случае у нас все изображение будет браться в внимание. Но если это изображение 3000 на 3000 точек, то в этом случае у нас ничего качественного и хорошего не получится. Поэтому эти узлы, они делают полезную работу, они делают генерацию качественней. Но чтобы их оставить и во внимание привлечь больше площади изображения, есть просто очень легкий прием. Правой клавишей нажимаем, обратно входим в Mask Editor, уменьшаем кисть вот так вот прям до самого минимума, увеличим немножко изображение и берем, щелкаем, например, вот здесь вот точку и можем, то есть по диагонали, да, вот сюда точку. То, смотрите, в этом случае у нас будет браться вот такой вот бокс от этой точки, вот так вот до вот этой точки, вот сюда вот и вот сюда. То есть в контекст попадает уже больше информации, и модель уже с легкостью сможет понять, что это рука, что это человек и что она что-то держит в руке. Сейчас я уберу вот эту вот коробку, чтобы у меня не было такой полосы. Я оставлю просто две точки, вот точка и вот точка. Нажимаю Save и нажимаю Q. И в этом случае уже получаются вот такие вот очки, они более естественные, более правильные. В принципе, у меня и в первом случае, да, получилось более-менее нормально, но так бывает не всегда. То есть у вас может получиться что-то отвратительное и вообще непонятное. То в этом случае имейте в виду, что есть вот такой прием, чтобы во внимание привлечь больший участок изображения и чтобы модель поняла, в каком контексте она добавляет или изменяет здесь какой-то объект. Ну, давайте попробуем на вот таком вот изображении удалить отсюда девушку и оставить просто фон. Оставить просто одно изображение, закидываем его на вход. И давайте здесь выберем нашего персонажа, нажимаем правой клавишей, выбираем Open in Mask Editor, увеличиваем размер кисти и вот так вот выделяем немножко с запасом девушку здесь. Давайте выделим вот здесь даже тень немножко, чтобы тени тоже не осталось. Вот так вот здесь выделяем опять же волосы, все это немножко с запасом делаем. И вот здесь вот давайте для руки немножко уменьшим кисть и выберем вот так вот немножко поточнее. Все, нажимаем Save. И давайте перейдем теперь к подсказке. В подсказке напишем пляж, море, песок, небо. Нажимаем Q, чтобы сгенерировать изображение. И давайте посмотрим, что у нас получится. В итоге получается вот такое вот изображение. В принципе, даже нигде переходов этих не видно. Но если бы изображение было более детальное, то, возможно, некоторые участки бы где-то были бы заметны. Но здесь вообще все, в принципе, идеально. То есть вместо девушки остался только цветочек. Друзья, вот такой вот у нас Flux Redux. Работает он достаточно неплохо. Плюс есть возможность переодевания персонажей, изменения объектов по референсному изображению и также просто удаление объектов из сцены. Обычный вроде бы endpoint, но возможностей немножко больше. Друзья, приглашаю вас на свои курсы по Automatic Forge Config. Это системные последовательные курсы, которые вам позволят очень быстро влиться в нейрогенерации и научиться пользоваться этими веб-интерфейсами. Более подробную информацию вы, как всегда, найдете на сайте stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Там же есть контакт администратора, если вам будет что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы. И всех жду на курсе. Также хочу вас пригласить на свой Boosty. Если вот для таких вот видео вам не хватает более подробной информации, ссылок, то на Boosty очень подробные инструкции есть. Там все прям по пунктикам расписано, что вам делать, чтобы установить Config, установить нужные модели, в какие папки это все поместить. Также хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, удачи в новом году, чтобы все, что вы планировали, у вас сбывалось, и удачных вам генераций. Все, всем пока.